fact, they are the Animals. Watch them. Всем добрый день! Сегодня поговорим о группе The Animals. Это британская группа, начинавшая на блюзовой и ритм-блюзовой сцене Ньюкасла и Лондона, стала в свое время третьей по значимости элементом британского вторжения после Beatles и Rolling Stones. Всему дело их версия народной песни «Дом восходящего солнца». Главный организатор группы Алан Прайс родился в 1942 году в небольшом городке Фэтфилд и с детства показал большой талант к музыке. К концу 50-х он считался одним из лучших юных музыкантов Ньюкасла. Музыкальная сцена этого города хоть и бурлила, но не была такой обширной, как в Лондоне или Ливерпуле. И все молодые музыканты города так или иначе переиграли друг с другом в разных группах. Наконец, в 1961 году он создал собственную, назвав ее просто «Ритм-блюзовый ансамбль Алана Прайса». Поначалу состав постоянно менялся, но в течение года стабилизировался в таком состоянии. Эрик Бёрден на вокале, Хилтон Валентайн на гитаре, на басу Чес Чендлер, за барабанами Джон Стил и сам Алан Прайс на клавишных. Группа базировалась поначалу в потном ньюкаслском клубе Downbeat, но когда вокруг них собралась весомая тусовка поклонников, они перебрались в более престижный клуб Go Go, что на разговорном языке означало «активный» или «шебутной». Хозяин у обоих клубов был один – мафиози Майк Джеффри. Добившись определенной славы, Алан Прайс мечтал о расширении горизонтов. Многие музыканты-гастролеры, возвращаясь в Лондон, рассказывали об этой новой команде из Ньюкасла, и в конце концов на них стали обращать внимание столичные агенты. И в декабре 1963-го на них обратил внимание тогдашний менеджер Yardbirds Джордж Гомельский и предложил им необычную сделку – обмен площадками. Yardbirds сыграют вместо них в Ньюкасле, а они в лондонском клубе. Группе легко удалось установить хорошие отношения с лондонской публикой, и в начале 1964-го они решили перебраться в Лондон на постоянное жительство. Одновременно с переездом группа сменила и название на The Animals. Правда, это произошло почти случайно. Дело в том, что музыканты выделялись среди остальных групп оригинальной интерпретацией исполняемых композиций, в которых главный упор делался на клавишные, а не на гитару, и необычайно экспрессивной манерой исполнения Эрика Бёрдена, который буквально выкрикивал слова в микрофон. Сдержанными британцами подобное поведение и манера подачи песен были признаны эксцентричными, а пресса окрестила их животными. Это слово и стало новым названием группы. Еще одним результатом знакомства с Джорджем Гомельски стало подписание контракта с Columbia Records, и уже в мае 1964 года вышел дебютный сингл группы – композиция из репертуара Боба Дилана. Она заняла 21 место в хит-параде. Для новой группы это был успех. Уже на ранней стадии в группе возникали трения между ее изначальным лидером, задумчивым интровертом Аланом Прайсом и дерзким, самоуверенным парнем нараспашку Эриком Бёрденом, который, как фронтмен, вел себя так, будто он здесь самый главный. Весь май группа гастролировала по Англии вместе с Чаком Берри, а в июне отправилась на гастроли в Японию. Ну а вскоре вышел в свет сингл «Дом восходящего солнца». Песня была достаточно давно известна публике.
До этого ее исполняли и записывали различные фолк и блюзовые певцы, в числе которых отметились Вуди Гатри и легендарный Лид Белли. Way down in New Orleans, house called the Rising Sun. Have been the run of a many poor boys, and be a God for one. Также эту песню записывали Джош Уайт, Нина Симон, Джоан Баez и Боб Дилан. Но лишь в исполнении The Animals она стала мега-хитом и заняла 122 место в списке 500 лучших песен по версии журнала Rolling Stone. По словам Бёрдена, он слышал эту песню в Ньюкасле от певца Джонни Хандла во время майских гастролей с Чаком Берри, и музыканты решили записать ее, чтобы разнообразить свой блюзовый репертуар фолк-песней. Вся работа заняла не более 15 минут, и именно после этой песни наши герои стали именоваться группой номер 3 в мировой музыке, а само понятие «британское вторжение» стало ассоциироваться именно с вокалом Бёрдена. Никто не может точно сказать, посвящена ли эта песня реальному заведению под названием «Восходящее солнце» или человеку с похожим именем, или же это не более чем символ. Также нельзя с уверенностью утверждать, исполнялась ли первая версия от лица мужчины или женщины. Даже выяснить, когда и где она была написана, весьма проблематично. Нам остается лишь рассмотреть наиболее интересные факты и домыслы, имеющие отношение к песне, чтобы можно было ясно представить, насколько интересна эта песня во всех отношениях. Алан Прайс утверждал, что сама песня появилась в 16 веке в Англии. Однако историки музыки отмечают в песне традиции баллад 18 столетия. Некоторые из них считают, что в Америку ее завезли британские иммигранты, и уже там появилась строчка о Новом Орлеане. Первая из сохранившихся до наших дней записей была сделана в 1934 году. Ее спели Кларенс Том Эшли и Гвен Фостер. В 1937-м фольклорист Алан Ломакс, находясь в экспедиции по восточной части штата Кентукки, записал версию песни под названием The Rising Sun Blues в исполнении Джорджии Тернер, местной дочери шахтера. Позже в тех краях он нашел еще несколько вариантов. И проанализировав их, он пришел к выводу, что мелодия песни близка к народной английской балладе Мэтти Гроувс. Little Mattie Groves had gone to church, holy words for to hear, holy words for to hear. Ну а в 40-х, 60-х годах эту песню исполняли многие певцы и коллективы, которые нередко меняли ее название и слова. Что же означает «дом восходящего солнца»? Никто не может дать на него точный ответ, подкрепленный фактами, не оставляющими сомнений. Конечно же, первая строчка текста заставляет исследователей искать некий дом в Новом Орлеане. Хотя не будем забывать, что песня может иметь и английские корни. Также следует принять во внимание, что раньше она обычно исполнялась от имени женщины. Среди множества предположений о том, что могло называться «домом восходящего солнца», наиболее вероятными кажутся два – тюрьма и бордель.
в пользу первой версии говорят слова песни. Некоторые строчки дают возможность ясно представить девушку, которая угодила в тюрьму за то, что убила отца-пьяницу, игравшего в карты и избивавшего жену. Кроме того, Дэйв Ван Ронк, один из исполнителей этой песни, утверждал, что в Новом Орлеане когда-то была женская колония, над воротами которой было изображено не что иное, как восходящее солнце. Но большинство исследователей полагает, что дом восходящего солнца является эвфемизмом для обозначения публичного дома. Однако о существовании в Новом Орлеане заведения подобного рода с таким названием данных нет. Зато достоверно известно, что в начале XIX века там был небольшой отель под названием «Восходящее солнце», который сгорел через 2 года после постройки. Во время раскопок на этом месте было обнаружено подозрительно много женской косметики, а также удалось найти рекламу отеля, и некоторые фразы в ней можно истолковать как намеки на оказание интимных услуг. Также высказывалось мнение, что в песне идет речь о борделе, который содержала мадам, чье имя можно перевести с французского как «восходящее солнце». Опять же, это не более чем догадка. Прочие версии кажутся совсем уж неправдоподобными. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Как и большинство блюзовых групп 60-х, The Animals почти не писали сами, предпочитая аранжировать американские стандарты, причем зачастую оригинальное исполнение проигрывало в сравнении с кавером. Скоро у них вышел первый полноценный альбом, почти весь состоявший из кавер-версий песен Фэтса Домино, Джон Ли Хукера, Ларри Уильямса, Чака Берри и некоторых других исполнителей. Исключение составляла лишь одна песня – «История Бо Дидли», написанная Бёрденом на музыку Элиаса Макдэниела и исполненная в стиле речитативных блюзов Боба Дилана. Альбом занял высокие места в чартах и вскоре был выпущен и в американском варианте, слегка отличавшемся от английского. В течение следующих 2 лет ребята достигли суперзвездного статуса, чему способствовал ряд хит-синглов и несколько масштабных гастролей по США, по материалам которых они выпустили в 1965 году альбом. Группа пользовалась огромной популярностью, в особенности у негритянского населения Америки, чью музыку они активно пропагандировали. Эта популярность была так велика, что крупнейший негритянский журнал посвятил музыкантам 5-страничную статью, а после этого группа выступила в Гарлемском концертном зале. Ни до, ни после них ни одна белокожая музыкальная группа или исполнитель не удостаивались подобного приглашения. Bring your sweet love in, bring it on home to me.
Группа была на вершине славы. В 1965-м вышел еще один альбом, как и первый, состоявший из кавер-версий известных стандартов. Однако вскоре между музыкантами начались конфликты. Суть их была в том, что Бёрден хотел исполнять аутентичные народные американские блюзы, в то время как остальные музыканты по-прежнему предпочитали играть кавер-версии песен, написанных профессиональными авторами. Кроме того, Прайс и Бёрден никак не могли поделить лидерство в группе. В результате Алан Прайс все-таки ушел из группы. На его место был приглашен Дэйв Роубери, по стилю напоминавший Прайса. Следующим шагом стало расторжение контракта с Колумбией, смена продюсера и заключение контракта с фирмой Decca с условием творческой свободы в выборе материала. И группа приступила к записи нового альбома. Однако в феврале 1966-го, в самый разгар записи, коллектив покидает барабанщик Джон Стил. Его заменит Барри Дженкинс. Но, несмотря на это, вышедший альбом, в котором была записана еще одна фолк-песня, в очередной раз подтвердил высокий статус группы, заняв 4-е место в чарте. Но это не привело к миру внутри коллектива. Разногласия только усиливались, и уже в сентябре 1966 года группа распалась. Судьба музыкантов сложилась по-разному. Чес Чендлер стал менеджером Джимми Хендрикса. Затем английских групп, таких как The Soul Machine и Slade. Джон Стил выпустил один сингл, вернулся в Ньюкасл и стал бизнесменом. А вот Эрик Бёрден записал сольный альбом и собрал новый состав, с которым выступил на фестивале в Монтерее. При этом сместились и музыкальные ориентиры его творчества. От ритм-блюза англичанин перешел к более жесткому психоделическому саунду, который был популярен в США. Смена звучания далась Бёрдену достаточно легко, что подтверждал успешный сингл, взобравшийся на ведущие строчки чартов по всему миру. Но уже в следующем году коллектив ожидал спад. Они выпустили ряд пластинок, которые плохо продавались, а во время тура по Японии случился и вовсе криминальный инцидент. Менеджера коллектива похитили якудза. Группа заплатила выкуп и спешно покинула страну. И вскоре после этого музыканты разбежались кто куда. А Бёрден стал вокалистом и продюсером у фанковой группы War. Лишь во второй половине 70-х состоялось возрождение оригинального состава группы. Но, по словам Бёрдена, для всех музыкантов до сих пор остается тайной, зачем они это затеяли. Но факт остается фактом, и в 77-м выходит еще один альбом. Пластинка отметила возвращение к блюзовым корням и была очень тепло принята критиками. Но охваченная в то время панком Англия работу даже не заметила. Разочаровавшись, музыканты вновь разбежались. В следующий раз они собрались лишь летом 83-го. Выпустили один сингл, и он попал в американский топ-50. Затем вышел еще один альбом, а в октябре они дали 2 концерта в лондонском Альберт-Холл. Вскоре был выпущен концертный альбом, записанный на стадионе Уэмбли, после чего музыканты совершили 2 турне по Англии. Однако это все уже не имело прошлого успеха, и группа вновь распалась. Love is for all time.
good time every day. Третий раз группа собралась в 93-м по инициативе Хилтона Валентайна, уговорившего Чендлера поиграть его в своей группе. В 94-м к ним присоединился Стил, после чего группа сменила название на The Animals 2. Конечно же, они исполняли свои старые классические песни, однако в 96-м Чес Чендлер скончался от острой сердечной недостаточности. Группа временно прекратила свою деятельность, пока к ним в 99-м не присоединился Роубери. На место вокалиста пришел Тони Лидл, а место басиста занял Джим Ротфорд. Этот состав вернул себе классическое название группы. Но в 2000-м Ротфорд ушел, и на его место был приглашен Крис Аллен. И уже в этом составе был записан неплохой концертный альбом. Что сказать в конце? Animals активно продолжают концертную деятельность, исполняя былые хиты. И можно сказать, что они представляют собой в целом прекрасный пример живой легенды рок-н-ролла. Big hand for the band. Thank you very much. Rock on.